Ребята, всем привет! Некоторые музыканты признаются, что в годы учебы недолюбливали теоретические предметы, попросту считая их лишними и ненужными. Как правило, в музыкальной школе такой венец принимает на себя сольфеджио и теория музыки, а в колледже это уже гармония и полифония. Ну и заметьте, что не любят именно те, которые попросту не успевают по этим предметам. В итоге получается, что ситуация недооценки музыкально-теоретических дисциплин очень распространена, потому что не успевающих всегда немало. Почему так происходит? По моему убеждению, основная причина – это либо плохой педагог, либо ваша лень обыкновенная. В следующих дисциплинах, о которых я буду рассказывать, все как в математике. Все взаимосвязано. Ни одну из тем нельзя оставить без проработки, иначе просто вам не понять всего последующего, что будет происходить. И давайте теперь немножко о каждой из дисциплин, для чего они вам. Итак, занятия сольфеджио, они целенаправлены на формирование и тренировку музыкального слуха. У меня есть вообще-то отдельный плейлист уроков сольфеджио, по которым вы можете заниматься самостоятельно, если хотите. Два главных составляющих компонента сольфеджио – это прежде всего пение по нотам. Это могут быть цепочки последовательности, да, то есть интервалов, аккордов, какие-то музыкальные номера, музыкальные примеры. Также это узнавание на слух нот, интервалов, аккордов. На сольфеджио также часто пишут музыкальные диктанты. О диктанте и его написании я также снимала несколько видео, ссылочки оставлю вот здесь. Именно музыкальный диктант, он собирает в себе все ладовые, интонационные, какие-то метроритмические трудности, он помогает их раскрыть, вы сможете увидеть, в чем у вас проблемы. Помогает тренировать слуховую память, навыки улавливания мелодии, помогает разобрать в целом услышанное и провести слуховой и письменный анализ. Если бы у меня спросили совета, как быстро развить музыкальный слух и как лучше его в себе развить, я бы советовала писать как раз как можно больше диктантов, а также снимать музыку на слух. Допустим, просто мелодию, допустим, мелодию и базовую функциональную гармонию, к примеру, и так далее. И, конечно, написание музыкальных диктантов, оно поможет закрепить все теоретические понятия, которые вы уже прошли или которые сейчас изучаете. Вообще видов музыкального слуха несколько. Это звуковысотный, мелодический, гармонический, полифонический, тембродинамический и внутренний слух. И для каждого есть свои способы развития. И обо всем об этом я уже также рассказывала, ссылочка будет вот здесь. Следующая дисциплина – это элементарная теория музыки. Она сосредотачивает в себе элементарные сведения из курсов гармонии, из курсов полифонии и анализа музыкальных форм. Что значит это тональности, да, прежде всего метры, размеры, интервалы, аккорды, принципы построения мелодии, гармонии. То есть теория музыки изучает, в принципе, частицы, из которых сложена музыка. Следующая дисциплина – это гармония. Она изучает уже созвучия и их взаимосвязи. Знания этой дисциплины, они помогают музыканту, прежде всего, подбирать аккорды к снятым песням, к снятым композициям, к мелодии к любой, помогает гармонизовать эту мелодию, да, подобрать к ней гармонию и помогает оформить музыкальные мысли грамотно. Следующая дисциплина – это анализ музыкальных произведений. Она изучает их строение. Ведь каждое произведение объединяет в себе определенные какие-либо выразительные средства, какие-либо элементы, облеченные уже в определенную форму, музыкальную форму. И каждый из этих элементов может стать предметом анализа гармонического, анализа полифонического, ритмического, анализа формы и так далее. Музыкальная литература – следующая дисциплина.
В программу музыкальной литературы входят биографии известных композиторов, крупнейших композиторов, также знакомство с их творчеством, а также подробное изучение отдельных, наиболее известных, наиболее важных сочинений. У меня этой дисциплине посвящен отдельный плейлист, ссылочку я оставлю вот здесь. И знаете, это еще не все обязательные дисциплины, их на самом деле больше. Это, допустим, полифония, педагогическая практика, ораторское искусство, безусловно, ваш специнструмент. Это общее фортепиано для непианистов. Это хор, концертмейстерский класс, камерный ансамбль, оркестр, инструментоведение, аранжировка. Ну, по-моему, все я назвала. Вообще, необходимые компоненты воспитания крепкого музыканта заключаются в следующем. Это теоретические знания, это навыки игры на вашем инструменте, на котором вы специализируетесь, это чуткость ума, это тонкость музыкального слуха, это широта ваших мировоззренческих взглядов, это скорость вашей реакции, тонкие осязательные звукотворческие чувства и, наверное, работоспособность. И весь этот пазл под названием «крепкий музыкант» просто не сложится без какого-либо элемента, без какой-либо составляющей. Просто все рухнет. А все эти компоненты, они развиваются как раз при помощи системы, которая заложена в основу теоретических дисциплин. И знания из одной дисциплины перетекают, закрепляются, облекают новую форму уже в другой дисциплине. То есть круговорот знаний в природе получается. Убедила вас или нет, я не знаю, каждому свое, как говорится, свою голову не подставишь. Да, безусловно, все это очень долго и сложно, и муторно, и скучно, кому как. И путь развития каждого музыканта свой, как и конечный уровень его. К тому же развитие не заканчивается после получения диплома. На сегодня у меня все. Если у вас есть какие-нибудь интересные комментарии по этому поводу, интересные вопросы, оставляйте их внизу, я по возможности отвечу. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!